Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание нашим врагам и недоброжелателям, особенно тем, которых вы не знаете в лицо, но на энергетическом уровне вы ощущаете, вы чувствуете, что вам кто-то несет негатив, отправляет посылы, а возможно пытается испортить вашу жизнь. Поэтому обязательно используйте это слово, оно магически очень сильное, которое поможет вам. И в те моменты, когда вы будете чувствовать и произнося именно это слово, весь негатив, все то, что вам отправили, будет отправляться моментально обратно врагу или недоброжелателю. Друзья, далее в этом видео, прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «Я нахожусь под божественной защитой. Истинно да будет так». Научитесь сонастраиваться с энергией Вселенной, и пусть Вселенная, высшие силы вам помогают. Также, друзья, хотим поблагодарить всех за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень приятно. Вы знаете, в нашей жизни нередко случаются моменты, события, когда кажется, что кто-то намеренно нам вредит. И если вы это чувствуете, что кто-то направляет на вас негативную энергию или порчу, вам важно уметь защитить себя и вернуть зло обратно его источнику. И один из таких способов сделать это использовать магическое слово, которое обладает достаточно мощной энергетикой. Именно это слово использовали наши предки. К сожалению, о нем забыли. Ввиду современных технологий, ввиду того, что происходит сейчас в мире, люди отказываются от своего рода, от своего прошлого, от тех знаний, которые нам передавались. Даже доходит уже до того, что люди не хотят возвращаться в село, в деревню, к своим родным, к своим близким, потому что думают, что вот то яркая картинка – это превыше всего. Но это, девочки и мальчики, не так. Кроме того, вы должны понимать и знать, что, и особенно когда вы добиваетесь каких-то успехов, вне зависимости в личной жизни, в работе, в отношениях с детьми, с внуками, вам всегда будут завидовать. И здесь вы должны понимать и то, что чем меньше вы рассказываете людям о своих достижениях, рассказываете о том, сколько вы зарабатываете, что у вас есть, что вы купили, даже доходит иногда до смешного. Вы пишете в комментариях, что вы работаете с коллегами, и вы купили сумочку, и вам даже за это позавидовали. И у вас сумочка порвалась, босоножки, что-то не то произошло, бракованные оказались и так далее, и так далее. Вы должны понимать и то, что вы должны научиться защищать и оберегать себя. Не только когда вот наступил уже такой вот тяжелый момент. Нет, вы должны и это делать в те моменты, когда вы чувствуете, когда вы знаете, когда вы понимаете, что вам отправляют. И вы, поверьте, вы это чувствуете на интуитивном уровне. Ну, например, у вас было прекрасное, хорошее настроение, ни с того ни с сего вам хочется спать, вы позихаете, вас что-то начинает раздражать, и при этом вам позвонили, сообщили какую-то плохую новость, вас вызвал начальник или руководитель, ваш тоже сделал какие-то определенные замечания и так далее. И многие думают, ну, наверное, так складывается жизнь, но вы знаете, это не так. Это ваши враги, это ваши недоброжелатели, вот отправили вам такие уже посылы, они отправили вам зло, негатив, и ваша задача это защищаться. Очень часто бывает так, что человек, когда энергетически защищен, то с этим проблем нету, да, кто бы ему что бы ни отправлял, какие бы энергетические потоки, все это возвращается к недоброжелателю. Но ввиду того, что каждый человек сегодня обесточен, он не имеет вот этой божественной энергии, все 100%, как это изначально должно быть, соответственно, люди могут влиять на других людей. При этом это можно делать на расстоянии. Те, кто верит в энергию, они знают о том, что если правильно отправить энергию, созидательную или негативную, разрушающую, она все равно достигнет своего адресата. И здесь ваша задача быть очень внимательными и осторожными. Никогда никому не разрешайте лезть в вашу жизнь. Особенно это касается коллективов, особенно это касается соседей, даже близких и родных людей. Если у вас семья, и все прекрасно, все чудесно, то не стоит рассказывать
рассказывать все и всем. Найдите другие темы для разговора, но ни в коем случае не делитесь всем тем, потому что бывает так, что вы хорошо зарабатываете, у вас в семье все прекрасно и чудесно, и потом раз наступает момент, у вас начинаются проблемы с деньгами. При этом может быть такая ситуация даже, что высшие силы вас оберегают, вы продолжаете хорошо зарабатывать деньги, но у вас появляются и большие расходы. Ну, например, попали в аварию, страховку не выплатили, потому что, оказывается, оказались какие-то моменты или какие-то нюансы. Далее возникли вопросы на работе, возможно, вы где-то, вам нужно заплатить какой-то штраф. Всякое бывает в жизни. Поэтому вы должны понимать о том, что вы должны оберегать, знаете, находиться под божественным куполом. А чтобы находиться под божественным куполом, вы в первую очередь должны осознавать и понимать, что вы должны оберегать себя, оберегать свою семью, особенно если вы знаете, что в вашей семье кто-то очень часто болеет. Многие думают, что дети болеют, это они болеют, потому что у них иммунка слабая, потому что у них что-то там не то и так далее. Вы знаете, просто дети энергетически слабее, чем взрослые люди. И если вы сильный энергетический человек, то находится в вашем окружении, кому этот негатив отправляется. Вы должны понимать и то, что когда человек отправляет негатив в ваш адрес, он в любом случае доходит до вас. И здесь возникает следующая ситуация. Этот негатив или возвращается вашему врагу, потому что, например, вы достаточно сильный человек, и оно отскакивает обратно, или, знаете, начинает искать в вашем окружении, с кем вы энергетически тесно связаны, с вашими близкими и родными людьми. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте осторожны, не стремитесь всем обо всем рассказывать, никогда не стремитесь делиться своими секретами. Также бывает так, что на работе люди начинают завидовать просто потому, что что-то, знаете, не понравилось. И поэтому, если вы не знаете, кто ваш есть истинный враг, кто есть ваш недоброжелатель, потому что люди часто годами, десятилетиями находятся в вашем окружении, мило улыбаются, поддерживают, как вы думаете, вас, но в конечном итоге они ждут, чтобы вам навредить. И они это так все умело делают, что на общем фоне вы никогда и не заметите, не увидите, что это тот человек, который вам причинил боль, который нарушил ваши вибрации и энергии. Поэтому даже если вы не знаете, что кто именно является вашим врагом, или сомневаетесь в конкретном человеке, а очень часто бывает так, что мы сомневаемся по разным причинам, то вам нужно использовать универсальное магическое слово для возврата порчи, для возврата негатива, для возврата зла. Считается, что именно это слово, оно обладает сильной энергетикой и способно моментально возвращать негативную энергетику к ее источнику. Как правильно использовать это магическое слово? Для начала, когда вы почувствовали, что вам нехорошо, что что-то не так, что-то вас беспокоит, вам нужно остановиться в первую очередь и подумать о том, что вы окружены и находитесь в божественном потоке. И представляете себе, что та негативная энергия, те слова, мысли других людей, которые отправлены в ваш адрес, они отталкиваются обратно этому человеку. Может быть так, что вам будет в этот момент сложно это представлять. Это нормально, потому что когда человеку плохо, ему сложно сконцентрироваться, и ему сложно осознавать и понимать, что ему и как нужно делать. Поэтому, что мы делаем? Вы просто, во-первых, нужно остановиться, успокоиться, и после этого сказать, девочки и мальчики, следующее слово – реверсум. И именно это слово сочетает в себе латинский корень реверсус, что означает обратный, обратно, возврат. И именно он, это слово реверсум, запишите себе, запомните, имеет мощную энергетическую силу для защиты
и отражение любого зла. Поэтому, как только вы почувствовали на себя вот эти энергетические нападки, вы почувствовали себя плохо, вам нехорошо, или у вас начинаются даже проблемы, возможно, с деньгами, с отношениями, просто возьмите и скажите, можно шепотом, можно про себя, реверсум, реверсум, просто говорите. Хотя бы раз 10 скажите для того, чтобы вы успокоились. В этот момент ваше состояние придет в норму, и после этого вот тот негатив, вот та негативная энергетика, которая отправлялась вам, она все вернется обратно. Даже до удивительного, вот проведя эту практику, вы увидите, как вашего врага, как вашего недоброжелателя начнет коробить, потому что ему это не понравится, что он отправил вам вот такой вот негатив, он отправил вам такой посыл, и он это моментально получил обратно. И вы знаете, такой человек, он больше не будет вам причинять зла. Почему? Потому что он будет понимать и осознавать, что как только он отправляет в ваш адрес какой-либо негатив, как только начинает сплетничать даже о вас, это все ему возвращается моментально. При этом не обязательно это должно произойти именно какое-то противодействие с вашей стороны. Вселенная в этот момент понимает энергетические все потоки, и у этого человека начинаются определенные обстоятельства, проблемы, что-то случается, и человек понимает, что как только он начинает вас энергетически трогать, у него начинаются постоянные проблемы. Поэтому вот такие люди, которые понимают, осознают, а поверьте, те люди, кто сплетничает, кто отправляет зло, кто занимается порчей, они очень чутко это все воспринимают и чувствуют. Не думайте о том, что вот есть люди, которые занимаются черной магией, да, и они говорят о том, что я ничего не почувствую, я вот такой сильный человек энергетический и так далее, и так далее. А вы знаете, все равно все возвращается, бумеранг, он во все времена был, есть и будет. Да, каждый человек может обмануть другого человека. Кто-то скажет, что это ложь во благо, кто-то придумает свои какие-то истории, но вы должны понимать, в любом случае у Вселенной нет такого понятия хорошо или плохо. Бумеранг рано или поздно возвращается, и когда он возвращается, вы даже, наверное, сами обращали внимание, бумеранг возвращается в тот момент, когда это, во-первых, неожиданно, а во-вторых, у человека начинаются постоянно появляться какие-то проблемы. Или сразу все проблемы на голову падают, или постепенно. Но в любом случае от этого человеку не легче. Поэтому ваша задача научиться себя защищать, свою семью, оберегать. Поделитесь именно этим словом с теми людьми, которые вы знаете, что они не находятся под энергетической, под божественной защитой, ввиду того, что у них есть какие-то, возможно, проблемы, нюансы. Или сами поделитесь этим видео, просто скажите, посмотри это видео, возможно, оно тебе поможет. То есть не надо навязывать человеку. И человек, если на интуитивном уровне он прочувствует, что это видео ему нужно, он обязательно посмотрит. Вы должны понимать и то, что высшие силы, ангелы-хранители, они всегда нас подталкивают к чему-то, направляют, открывают возможности. Но ввиду того, что мы с вами живем в разных материях, потому что мы с вами живем в материи, наше тело – это материя. Все, что мы ощущаем, видим, слышим и так далее – это все материя. Высшие вот потоки, они не живут в материи, им это не нужно, они находятся в постоянном абсолюте, где многих моментов просто нет, как в нашей жизни. И поэтому ваша задача обращаться к ним, но в то же время не забывать про это слово. Итак, девочки и мальчики, записывайте еще раз или запоминайте реверсум, реверсум, и это слово вам очень-очень сильно поможет. Также старайтесь, если вы чувствуете, что на вас направлена достаточно сильная энергетика, негативная энергия, что в этом случае можно сказать? Тогда скажите дополнительную фразу, то есть не только реверсум, 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 а скажите: пусть всякое зло, что ко мне пришло, вернется к тому, кто его прислал, да будет так. И еще раз 3 раза говорим реверсум, далее: пусть всякое зло, что ко мне пришло, вернется к тому, кто его прислал,
да будет так. Скажете, и вы увидите, как те посылы, та энергия, которая направлена в ваш адрес, она обязательно вернется. Не забывайте, пожалуйста, про эти советы. Обязательно прямо сейчас подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. У нас много интересной информации. Обязательно заходите на сам канал, обязательно смотрите, узнавайте, задавайте вопросы. К сожалению, мы не все можем всегда ответить, потому что обратите внимание, сколько у нас подписчиков на канале. Если каждый будет задавать вопросы, то это физически невозможно, потому что вы должны понимать и то, что все это время, все это ресурсы. Вы должны об этом понимать. Мы надеемся, что вот эта практика и вот это волшебное слово поможет вам в жизни. Не забывайте о нем, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. А своим врагам, своим недоброжелателям всегда желайте всего самого наилучшего, потому что они очень несчастливые люди, они очень больные люди, именно физически. Многие вам об этом не расскажут, но люди, которые отправляют зло, которые несут негатив, которые работают с деструктивными энергиями, поверьте, у них ничего хорошего нет в жизни. Да, они могут вам кичиться, они могут вам рассказывать, но приходя к себе домой, у них большие проблемы, большая беда. Но это не наша с вами ситуация. Мы с вами люди созидания, мы с вами люди творения. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, если оно вам очень понравилось. И также напишите в комментариях, как вы защищаетесь от врагов и от недоброжелателей. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.